Всем доброго времени суток, народ. Что ж меня так долго не было? Долгий перерыв на канале связан с утратой старых шаблонов и созданием новых, выдержанных в едином стиле. Но это все увидите по ходу ролика. Как вы заметили по превью, сегодня мы поговорим о уже подходящем концу обновления 1.38.1. Обсудим все его за и против. Я постараюсь быть предельно объективным в своих оценках, но все же вы можете как соглашаться, так и не соглашаться со мной. Знаю, многие из вас расценивают меня как галимого пиарщика, для которого любое изменение в игре хорошо. Проблем никаких нет, это все ваши бредни. Что ж, давайте приоткрою вам и обратную сторону медали. Оценка будет дана трезво и по существу, ровно как и всегда, но поданная под другим соусом. Буду очень рад почитать ваше мнение в комментариях об обновлении под этим видео. Что ж, ребятки, начнем. Как вы уже знаете, в игру добавили еще 40 уровней, доведя их до 100. Количество очков опыта для поднятия уровня было пересмотрено, став более легким для 50+ уровней. Награды за получение уровня хоть немного, но все же выросли, что радует. Тем, у кого был 60 уровень, выдали компенсацию в виде 5000 голды, 50 очков улучшения оружия и 20 билетов, так как их очки, набитые в пустоту, сгорели. 29-й сезон Battle Pass'а вышел вполне себе неплохим. Топовые скины персонажей, крутые камуфляжи на бары хаут, предметы кастомизации персонажей. Но все же есть чему придраться. Помимо бара, новичкам предложили Маузер, Люфаус и Беккер, которые сами по себе редкостный хлам, способный завалить кого-то, примерно послезавтра. Но благо были скидки на боевой пропуск для тех, кто их давно не покупал. Это немножко сглаживает углы. В целом, пропуск на 6 из 10. А вот сезон 30 боевого пропуска, напротив, имеет не самые лучшие скины персонажей, но нам положили аж 3 красивейших, а главное действительно актуальных для новичков, да и среднелевельных игроков пушек. Отличная возможность пополнить коллекцию, и хоть извращенный, но все же способ выполнить контракты на хай-левелах за неимением другого. Оцениваю пропуск на 10 из 10. Давайте вычленим самое полезное из двух пропусков и оценим каждую позицию. Голда и кредиты. Сами понимаете, что это смешно. Да, компенсация с пушек, конечно, сглаживает картину, но с 2 БП за 2 месяца это даже близко не круто. Очки улучшения оружия, ключи и билеты уже в более весомом количестве. Это явно плюсик. А вот очки улучшения брони... Это рофл, да? Шутка не оценена, реально как украли. Этого хватит на одну крутку, которая что? Не зайдет. По ваучерам оценки давать не буду, все равно их используют для компенсаций. Что ж, перейдем на показ мод. Тут чистая субъективщина, так что оставляю вас на время. Как уже было сказано ранее, пушки для новичков в первом сезоне, к сожалению, не дадут возможности ярко влиться в игру, что не касается бара. А вот второй сезон даст бодрейший толчок. Так что если ты новичок, не думай, бери, не пожалеешь. Скины для тебя также подвезли ламповые. Проработка на славу. Вот что-что, а скины разрабы умеют. Если вы хотите, чтобы я сделал обзор на какую-то конкретную пушку более подробно, напишите мне об этом в комментариях, я обязательно посмотрю и, возможно, удовлетворю вашу просьбу.
А пока что давайте-ка перейдем к краткому осмотру и оценке каждой пушки, которая вышла в БП, а также посмотрим несколько ремастеров. Маузер С-96. В БП нам положили неоднозначный пистолет. С одной стороны, для новичков он может и неплох, но на мой взгляд быстро станет мертвым грузом с поднятием уровня, так что навряд ли его вообще стоит затачивать. Люфтпауз. Да, убогости этого оружия можно только посочувствовать. Абсолютно неактуальная шляпа на любом уровне. Потраченных ресурсов на прокачку и нервов оно точно не стоит. Убить его вы сможете разве что случайно. Это вам точно не нужно. Беккер. Равно как и Фауст, это абсолютно бесполезное оружие. В полной прокачке вас футболить будет даже слабый бот. Контракты превратятся в ад. Прокачивать его не стоит. Оружие требует ребаланса. В таком виде пустая трата ресурсов. Коллекционный баг. На удивление, очень крутой пулемет. Уж не знаю, когда с ним произошли такие метаморфозы, но с ним в целом реально выполнить контракты даже на high-level. Неплохой вариант удариться в ностальгии по 2017-му и погонять переосмысленным баром. Но справедливости ради, старая стандартная версия без скина мне определенно нравилась больше. ППШ. Очень добротный автомат, как и внешне, так и на деле. Урона ему не хватает на high-level, но на начальных это автомат номер один. Хотелось бы увидеть его донатную версию в будущих обновлениях. ФГ-42. Неоднозначная винтовка. Для лоу-левел это хороший полуавтомат, но навряд ли вы сможете играть с ним на 50 плюс уровнях. Основная проблема — контроль отдачи. Ловить его придется по всей карте. Разработчики, пофиксите отдачу, контролировать сложно на ручной стрельбе, не говоря уже об автоматической.
FGE. По сути, тут все то же самое, как и для младшего брата FG42. Играть комфортно, возможно, до 50-х левелов. Дальше точно нет. Оба оружия на халяву с пропуска стоят прокачки, но прям звезд с неба не хватают. На первых 30 левелах это, конечно, будет имба. Бар. Обычный бар. Обычный во всем. Ни шибко, ни валка. Так, поделать контракт поначалу. А дальше на полочку. Редизайн намного красивее старой версии. Томпсон. Одним нравится старая версия внешки, другим новая. Я же отношусь к первым. Ну а так, если есть ППШ, Томпсон вам не нужен. Если же нет, то неплохая альтернатива. Маузер Шнельфюрер, или как его там. Один из немногих пистолетов, которые с годами не становятся хуже. Им также спокойно можно выполнять контракты, без позывов бросить телефон на стенку. Хороший выбор, редизайн у него был, конечно, минимальный. В этом обновлении был добавлен новый добротный дробовик Бургерс. Вполне сбалансирован, вопрос разве что к чрезмерной дальности. Если нет Голиафа, то брать определенно стоит. Как видите, на его прокачку ушло не так уж и много, где-то 36 600 кредитов, 366 очков улучшения и по 4000 голды на обвесы. Второй счастливчик, удостоившийся появления в этой игре, канадский пулемет Хаут. Очень хорошо сбалансированное оружие. Урон компенсируется скоростью ходьбы и неемким магазином. Хватает для мультиубийства, но не позволяет стоять как терминатор. В сравнении с предыдущими пулеметами это большой шаг вперед. На его прокачку ушло также не очень много, вы видите это на экране. Все новые персонажи оказались платными. Двое в платном БП, двое в акциях с ништяками в довесок, а один скоро выйдет.
К слову, это неплохо в целом. Почему? Ну, подумайте сами. Донат пушки одного класса будут выходить в среднем раз в полгода. Донат полноценно смещен в сторону визуала, не несущего преимущества в бою, но дающего широкий спектр для самовыражения. А теперь оставляю вас ненадолго с нарезочкой по новым персонажам. Ухнем! Ха! А как тебе такое? Лови подарочек! Опа, патроны кончились. Прикройте, братцы, перезаряжаюсь. Вперед! В рукопашную! Давим их, ребятки, давим! Магазинは彼より満タンがいいんだ。切れだ。その手が必要だ。受け止め。一歩も引くな。ノースたちを私の命令で。装填が必要だ。手榴弾受け止めて爆発しそう。私の命令で。Укрытие! Своя пошла! Получи, фашист, гранату от советского солдата! В атаку! Отбросим захватчика! За родину! Прикройте! Перезаряжаюсь! Magazin leer. Ich muss kurz nachladen. Ну-с, вот вам подарочек. Я на перезарядке. Вперед! К нашей победе! Ich wette. Damit hast du nicht gerechnet, was? Не будем медлить, господа. В атаку! Här är en present. Attackera. Det är en order. Okej. Vad är reservmagasinet? Ett minne för mig. En avskedsgåva. Ska du fortsätta att gömma dig bakom mig, soldater? Attackera dem, genast! Tir de suppression! Changement de magasin! Jet de grenade! Attrape-moi ça! Mes frères, couvrez-moi! Je recharge! Je dois recharger! On va bien voir si tu sais renvoyer celle-ci! Changement de magasin! Новая карта метро. Получилась добротная, неперегруженная карта с вариативностью путей захода на базу противника. Откровенно крутить не выйдет, а это сразу жирный плюс. Стилистически выдержано очень хорошо, нет проблем с освещением, как на новом Камертоне. Думаю, карта быстро наберет популярность. Новый Battlefoot. Полное разделение всего интерфейса с возможностью двигать в любую область, создавая безумные вариации или же несметную классику с нотками удобства. Карта стала прямоугольной. Поначалу лично мне она была неудобной. Сейчас с этим стало проще. Но все же, если выбирать меж круглой с индикацией ХП и квадратной с отдельным хилбаром, я выберу первый вариант. Он в разы информативнее и читаем боковым зрением на ура. Как аналог его стоит вернуть. Если вы того же мнения, оставляйте хэштег «Верните круглую карту» под этим видео. Отметим, что карту можно отключать. Спасибо, что заботитесь об контент-мейкерах. Отдельно отмечу кастомизацию ее размера. Если вам больше нравится симулятор аркадных игр, эта тема явно для вас. Тем более танки на карте отображаются как в старых добрых танчиках. Ачивкам сделали альтернативный вид отображения справа сверху, или же по старинке каскадом, однако уже в удобной вам области. Лайк, несомненно. К тому же их можно просто отключить, если они вам не нравятся. Еще бы они не тормозили за действием игрока. Идем далее. Надпись с информацией действий в комнате можно наконец-то отключить полностью.
или же сместить туда, где глаз не мозолит и не закрывает обзор. Новый вариант смены оружия. Да, теперь два типа на выбор. Стандартный веер и простой переключатель. Первый вариант нельзя двигать, что очень печально, второй же можно. Но, как показал тематический пост ВК с посылом показать свой путь, подавляющему большинству неудобен или же банально неинтересен новый вид переключения. Посему, на мой взгляд, надо дорабатывать старый, а не изобретать колесо. Просто завезите нам возможность двигать элемент по горизонтали, и геймплей станет намного приятнее. Как минимум перестанем считать ворон, или же осматривать пушки по мисклик. Теперь можно сохранять до 3 различных вариантов раскладки интерфейса, а также сменять его непосредственно во время боя. Это позволяет без заморочек выбирать удобный, заранее заготовленный вариант для одного или другого типа оружия или режима, а также для записи ролика. Плюсом к этому весь интерфейс можно сделать почти полностью прозрачным. Безусловно, удобно для ютуберов, за это лайкосик. Дополнительная кнопка перезарядки интересная, но смысла в ней так и не нашел. Возможно, удобно для второго способа смены оружия. Кнопка удара холодным оружием имеет тот же смысл, что и кнопка стрельбы. Либо дайте возможность поставить ее под кнопку выстрела, либо назначьте кнопки выстрела функцию удара ножом. Тянуться через весь экран очень неудобно. Особое оружие поправили. Теперь не нужно отдельно настраивать кнопку выстрела. Стало намного удобнее, правда исключительно для ручной стрельбы. Кнопка посадки в танк стала максимально неудобной. Удержание в динамичном шутере? Вы серьезно? Определенно старый вариант был лучше. Тоже относится и к мгновенному выходу из танка. Это неправильно. В целом, новый Battlefoot очень удобный, хоть и настраивать его стало сложнее для рядовых пользователей. Ждем вторую интеграцию по его изменению. Очень надеюсь, что завезут сохранение на сервере раскладки на каждом профиле, дабы один раз настроить и забыть, а также поправят огрехи с холодным и сменой оружия. В этом обновлении изменили анимации всех контактных гранат, а также поменяли анимацию разрыва снаряда у танка. Выглядеть стало эпично и сочно. В предыдущем же обновлении меняли анимации Молотова и добавили новую для огненной воды. Посмотрим, какие новые анимации добавят в следующих обновлениях. Ну а если бы вы хотели видеть какие-то конкретные анимации в этой игре, напишите в комментариях, передам куда надо. В обновлении были пересмотрены контракты. В общей сложности их стало 9. Ранее было лишь 6. Часть из них приносит расходники. И да, ребят, вы кричали, мол, зачем? Испортили нам контракт, откуда брать золото? Вы не правы. Да, вот так в лоб. Но тише, давайте разберемся. В течение месяца я провел подсчеты суммарных заработков и затрат на контракты с учетом ежедневных заданий. И знаете что? Своим негативным мнением мы сами себе урезали в доходах. Да-да, буквально недавно было пересмотрено наполнение контрактов ресурсами. Теперь в среднем лишь 3 контракта несут в себе расходники. Единственное, что стало плюсом, так это увеличение ключей за выполнение ежедневных заданий и побед. До изменений за месяц я накопил 9000 ключей, что откровенно мало, и хватило бы лишь на 2 жалких сундука в спецгрузе. Но если бы изменения не затронули контракты, я бы накопил все 20 000 ключей, что позволило бы мне открыть уже 5 сундуков. Это добрая половина от легендарного ящика. Но этому после изменений не суждено сбыться. Также, как видите, я смог накопить 109 очков улучшения оружия, что в совокупе с новой донат-пушкой одного класса, появляющейся раз в полгода, дает мне возможность на халяву качнуть ее до плюс 24. Так еще и на сдачу останется. 49 билетов за месяц при условии в среднем 2 лотерей откровенно мало. Но с другой стороны, это хотя бы часть бесплатных круток. Очков брони скопилось приемлемое количество. Золото так и вовсе практически 8000. Это на самом деле довольно много. Скажем, купить одну пушку по скидке можно всего лишь играя 2 месяца. И всего этого у вас не будет. Поздравляю.
Считайте, что в лучшем случае вы получите треть от расходников и небольшую прибавку в голде 1000 на 3. Вот спросите себя, а стоило ли оно того? Стоит ли 3К голды халявным очкам улучшения, компенсации с лотереей, ключам? Объективно нет. Слышу негодование, мол, финик, а цены-то цены на эти контракты. А вы посчитали, сколько реально нужно кредитов в месяц на них? А выходит то 113 тысяч, что выглядит много, но разбив на месяц, выйдет 15 боев в день. При условии, что в бое вы зарабатываете не менее 240 кредитов. Все остальное идет вам в копилку на прокачку пушек и покупку расходников. Вот с чем соглашусь, так с тем, что цена на контракты с улучшением брони слишком завышена. Порезав ее на 50%, мы получим расход в месяц примерно 91 тысячу кредитов, что эквивалентно 12 боям в день. Переосмыслите, пока совсем не стало поздно, может все же система не так плоха и расходники нам нужны? Упомяну, что в обновлении вернули обменник, который находится в меню покупки голды, позволяющий раз в 8 часов обменять кредиты на голду. Новый спецгруз. А вот здесь нужен долгий выдох. Система по-прежнему так себе. По наполнению, естественно. Обычный сундук предлагает нам маленький премиум и понемножечку ресурсов. Выглядит, прямо скажем, нелепо. Заполнить его тогда уж гранатами, хоть будет возможность их где-то брать, не тратя голду. Редкий сундук сбалансирован в меру. До изменений в фарме ключей были нарекания, сейчас же они отпали. А вот эпический максимально плох. Ресурсов в эквиваленте затраченных ключей мало. Пушки не актуальные. Как бы разработчикам этого не хотелось. Расходников откровенно мало, так еще и приправлено 3 ненужными скинами, роняющие планку выпадения чего-то нормального. Для старичков сундук не может ничего предложить, а для среднеуровневых игроков лишь временное оружие на халяву. Контракты, конечно, закроют, но о комфортной игре речи не идет. Легендарный сундук несет в себе очень малое количество расходников, их должно быть минимум в 2 раза больше. Сложность его открытия совершенно не соответствует его содержимому, сильно обесценивая его. Да, спасибо, вы подняли количество ключей для фарма, но сезон практически завершен, а за него в лучшем случае без доната игроки смогли открыть его 1 раз, а то и вовсе не доберутся до него, что прискорбно. С изменениями мы сможем раза 2 открыть этот сундук, уже неплохо, но все еще мало. Тем более, добираясь весь сезон до заветной цели, получить 15 очков улучшения брони или же 50 на оружие, но это несерьезно. Единственное, что побуждает после этого сделать, забыть об механике и заняться более полезным делом, нежели гринд в пустоту. ППТ. К сожалению, я не могу сказать, какие конкретно были характеристики у него до обновы, так как его резали ранее. Сейчас он никакой. ППК. Подвергся жесткому урезанию, даже слишком жесткому. Нужно вернуть ему хотя бы 200 скорострельности, в остальном он стал сбалансированным. По постам. Отвратительная внешность и имбовость в совокупе. Ядерная каша, но в целом попавшая в баланс. Но те, кто его купили, мне кажется, и с рогатки бегать будут. Лишь бы стреляло хорошо, без обид. Никакого чувства эстетики. Бразильцы все же лучше делают не оружие. Голиаф. Пример прекрасного попадания в баланс. Он перестал быть имбой, но и не стал клячей. Хороший добротный ствол с большим запасом патронов. Шериф на максималку. Противовес прошлому оружию, White Heist — дико имбалансная вещь, которую нужно резать уже в 3-й раз. Гигантская дальность, ювелирная точность и высокий урон выводят его на уровень идеального оружия, а не должно. Но вот Олимпия попала в баланс, не перегибает палку, но в то же время и не овощ. Очень приятный пистолет с хорошими скинами. Максим миниган. Большая толстая тушка, большой магазин, громадная ЧСВ и нехилая компенсация чего-то. Ну а на деле симулятор турели со всеми выходящими. Стало ли лучше? Да. Стал ли полезным? Нет. Ребаланс брони прошел поверхностно. Медик стал более вменяемым, что не ощутилось при игре с автоматами, но стало заметно, как другие классы прям заиграли.
Ему убрали защиту 65% от первого попадания, взамен дав 30% защиты от взрывов. Последнее также коснулось и брони разведчика. Для полного баланса в данный момент не хватает лишь порезать процент дополнительного урона снайперу по 30% урона, или же резать сами пистолеты. Отдельно хочу выделить работу КМ отдела по коммуникации с игроками. Развлечений, активностей и конкурсов стало в разы больше. Разработчики щедро осыпают нас несложными в реализации и частыми заданиями, по выполнению которых многие счастливчики путем великого рандома получают свежевышедшие пушки, батл-пассы или же игровые валюты. А ответы в комментариях ВК стали намного вариативнее и с нотками юмора, что приятно разбавляет монотонную серьезность. Так что обязательно присоединяйтесь, участвуйте в активностях и следите за свежими новостями. Наконец-то были внесены правки в поведение ботов, которые не было по сути с начала их появления. Их научили бегать, действительно выполнять условия победы в боях. Сами бегают на точке, сами тащат флаг, защищают своего офицера и стараются убить вражеского. Да, вы мне возразите, постой, они же стреляют через стены, а то и вовсе проваливаются под карту. Да, это так. Досадные серверные ошибки, над которыми работают. Однако есть действительно серьезные нарекания на их счет, а именно логика их поведения. Возьмем флаги. Вместо того, чтобы доставить вражеский флаг, они будут бежать возвращать свой, даже если он отодвинулся от своей позиции на пару миллиметров. Это явно надо править. Пусть они не отвлекаются и тащат флаг. Игрок всегда может вернуть свой, в разы эффективнее. В режиме офицера они нагло поставят на месте, если игрок является офицером и стоит без движения. На точках боты часто теряют цель дальней точки, если две уже захвачены, а они заспаунились на краю карты. Потому складывается ощущение, что вражеские боты умнее ваших. Также возникает вопрос, а зачем ботам пытаться захватить третью точку? 2 точек достаточно для победы. Было бы разумнее защищать центральную, а игрок уже сам решит, захватывать ли ему третью. Видео с кровавой зимы взято еще с ЗБТ, но по сути то же самое происходит и в продакшене. Так что какая разница, просто у меня не было подходящего материала. Прекрасные детализированные скины за немонетизированную игровую валюту. Что может быть лучше? Смотрим. Подведем итоги. Разделим плюсы и минусы обновы и подробно остановимся на некоторых. Новый HUD определенно хорош, увеличение ключей упростят будущие сезоны, новые уровни дали стимул двигаться вверх, новая карта вышла добротной и разнообразила подбор комнат. Ребаланс устаканил пушки относительно друг друга, хотя все еще требуется доработки касательно того же Вайтхайза, Стенбаха и РГ. Также донат был смещен на скины. В будущих обновлениях так и будут выходить 2 донат-ствола вместо 4, в среднем давая по полгода жизни в донатном форме каждому. Но как бы не был хорош HUD, у него есть свои неудобства, озвученные в ролике. Исправив их, он станет однозначно положительным нововведением в игру. Спецгруз по-прежнему остается механикой, существенно проигрывающей старым ящикам, но будем надеяться, что дальнейшие изменения сделают его намного приятнее для пользователей. К интеллекту ботов много вопросов, разработчики продолжают их допиливать. Обменник. Почему он тут? Все просто, он забагован. Лишь с одного аккаунта, одного устройства вы можете совершить обмен. Это явный косяк.
И не могу пройти мимо обратного обменника. Что за дикая инфляция? За 10 тысяч серы мы получаем 100 голды, а за 100 голды всего лишь 1000 серы? Попахивает на любиловом. Сделайте хотя бы 9500 кредитов. Защита драка должна иметь место быть, но не настолько. Оптимизация этого обновления была очень плоха. Да, это серверные проблемы, но настолько плохо очень давно не было. Верим, что ребята взяли проблемы за хвост и решат часть из них к 1.39. А на этом все. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и, если вам не сложно, напишите любой комментарий. Ну а если вы подыскиваете себе новый клан, то обратите внимание на наш клан DL. У нас 3 состава, мы можем подобрать для вас идеальное место в соответствии с вашим онлайном. При этом с вас мы не возьмем ни копеечки голды, и вы будете кайфовать в приятной атмосфере.